Это 7-я часть Евангелия для мужчины и женщины. Ссылки на предыдущие части в описании к видео. В этой части я расскажу, как я вижу союз мужчины и женщины, как брак или как сожительство, в какой форме благословляется завет, церковной или гражданской. Я отрою, что разрушает завет изнутри, и почему я сказал, что измена сама разрывает брак. Ты узнаешь, как восстановить завет после измены и что такое духовная верность. Ты спрашиваешь, как Бог видит союз мужчины и женщины? Как брак или сожительство? Я говорю тебе, вы спорите о терминах: брак, гражданский брак, сожительство, пытаясь определить, что я принимаю, а что отвергаю. Но я смотрю не на слово, а на суть союза. И суть одна. Есть ли между вами завет или только совместный быт? Первое. Сожительство — это когда вы вместе, пока удобно. Сожительство, в моем взгляде, не про штамп, а про состояние сердца. Это союз, в котором каждый оставляет себе дверь для бегства. Если станет тяжело — уйду. Если найду лучше — выберу. Если потребуется жертва — подумаю. Там нет основания. Там есть только временность, прикрытая словами «мы живем вместе». Временность не выдерживает испытаний, потому что временность не знает ответственности. Второе. Брак — это не про штамп. Брак — это выбор быть «мы», а не «я» и при необходимости «ты». Закон не создает святость союза, но он закрепляет решение двух сердец не бежать перед первой болью. Сожительство говорит «я с тобой, пока мне хорошо». Завет говорит «я с тобой, когда мне хорошо и когда больно, и когда не понимаю, и когда ты слаб». Я остаюсь не по настроению, а по решению сердца. Вот где начинается брак в моих глазах. В решении «остаюсь», которое не зависит от погоды души. Третье. Почему сожительство ломается быстрее? Потому что оно построено на чувствах. Чувства прекрасны, но они как вода. То прибывают, то уходят. Когда отношения опираются только на эмоции, любой ветер перемены становится бурей. Союз держится не любовным настроением, а зрелой любовью, которая стала решением. Четвертое. Брак — это духовная структура, которую я вплетаю в вашу жизнь. Когда вы даете друг другу слово, вы открываете пространство, в которое я могу войти. Это не ритуал и не традиция. Это дверь, через которую моя благодать начинает работать между вами. Лечить детские раны, соединять сердца, учить верности, смягчать гордость, высвобождать растущую любовь. Не потому, что штамп волшебен, а потому, что вы пригласили меня в самое главное решение вашей жизни. Пятое. Почему многие боятся брака? Потому что брак требует зрелости. Сожительство позволяет остаться ребенком. Без ответственности, без полного посвящения, без ясности, без глубины. Брак же говорит: вырастай, оставь страхи, перейди от «я» к «мы», будь верным тому, что выбрал. И человек пугается не брака, а собственной незрелости. Шестое. Когда сожительство — бегство от ответственности, а когда — рана, которую нужно исцелить. Я не осуждаю тех, кто живет без брака. Я смотрю на мотив. Если вы боитесь повторить чужие ошибки, если вы ранены, если не верите в себя, я исцелю. Но если вы выбираете удобство вместо истинного союза, если используете друг друга без тотальности сердца, этот путь приведет к боли. Мой замысел — не удобство, мой замысел — полнота. Седьмое. Как понять, что отношения должны стать браком? Слушай. Если ты видишь в человеке дом, а не временное убежище, это знак. Если твое сердце выбирает его в слабости, а не только в силе, это знак. Если вы можете говорить о сложном, без угрозы уйти, это знак. Если вы оба хотите не просто счастья, а правды,
Это призыв к завету. Брак — это не награда за идеальность. Это путь, по которому я веду двоих, которые согласились быть настоящими. 8. Мое последнее слово. Я благословляю не форму, а посвященное сердце. Но сердце посвящается по-настоящему тогда, когда человек не оставляет себе дверей для бегства. Сожительство говорит «я рядом». Брак говорит «я здесь». Сожительство про чувства, брак про глубину. Сожительство про комфорт, брак про истину. Сожительство про временность, брак про завет. И я, который сотворил мужчину и женщину как отражение моего образа, благословляю именно завет. Потому что в нем два сердца входят в пространство, где моя любовь может стать их любовью. Ты спрашиваешь, в какой форме благословляется завет? Я говорю тебе, вы спорите о форме, потому что утратили видение сути. Один говорит, только церковь освящает брак. Другой говорит, достаточно подписи у государства. Третий говорит, главное — любовь, остальное неважно. Но мой взгляд выше ваших категорий. Я не благословляю форму, я благословляю завет, который выражен честно и принят свободно. 1. Завет священ не потому, что совершается в храме, а потому что вершится в сердце. Церковное венчание — это великая тайна, но оно печать, а не начало. Если ваши сердца не сказали друг другу «да» в правде и свободе, то никакой ритуал, ни гражданский, ни церковный, не создаст того, чего нет. Но если ваше «да» истинно, если вы пришли друг к другу в чистоте намерения, если вы оставили путь к отступлению и выбрали путь единства, завет рождается в моем присутствии еще до того, как вы переступите порог храма. 2. Для чего дана гражданская форма? Она дана, чтобы защитить слабого, чтобы ваш союз был устойчив перед законом, перед обществом, перед обстоятельствами. Гражданская форма говорит, мы берем ответственность открыто. Это важно, потому что страх брать ответственность — это страх любить по-настоящему. Но гражданская форма сама по себе не делает любовь вечной. Она — внешнее подтверждение того, что уже должно быть внутри. 3. Для чего дана церковная форма? Не для того, чтобы скрепить, а для того, чтобы осветить. Церковный завет — это приглашение меня в основу вашей связи. Там вы не просто обещаете друг другу, там вы обещаете передо мной. И я принимаю это обещание, если оно рождено не из страха, не из давления, а из взаимной свободы. Церковный брак — это не украшение. Это духовное основание союза, который хочет жить моей любовью. Но я не ставлю печать на том, что рождено не истиной, а принуждением. 4. Что происходит, когда завет заключен только в чувствах? Если вы живете вместе как муж и жена, но избегаете и гражданской, и церковной формы, это не нейтральность. Это говорит о том, что кто-то из вас оставляет себе путь к бегству. И пока дверь открыта, сердце не сможет отдаться полностью. Завет требует выбора. Закрыть запасной выход. Без этого отношения живут в режиме временности, даже если чувства сильны. 5. Какая форма правильнее? Слушай внимательно. Правильная та, в которой вы честно отдаете друг другу свое сердце, ответственность и свободу. И приглашаете меня быть третьим среди вас. Если вы честно оформляете союз перед государством, но сердце закрыто, это гражданский договор, но не завет. Если вы венчаетесь в храме, но не собираетесь жить верностью, это ритуал, но не завет. Если вы клянетесь друг другу в любви, но боитесь оформить отношения перед людьми или перед Богом, это привязанность, но не завет. 6. Как я благословляю союз? Я благословляю не события,
а решение. Когда вы выбираете не временность, а вечность. Когда вы ставите верность выше удобства. Когда вы хотите не только счастья, но и зрелости. Когда ваша любовь зовет вас не к бегству, а к посвящению. Тогда любая форма, и гражданская, и церковная, становится выражением того, что я уже создал в вашем духе. И тогда я говорю: да, это мой завет, и я буду хранить его. 7. Мой итог. Церковная форма – путь освящения. Гражданская форма – путь ответственности. Но истинный завет – это когда два сердца сказали друг другу: «Я выбираю тебя не на время. Я выбираю тебя в Боге, и я закрываю путь назад». Такой союз я поднимаю, охраняю, питаю и веду к полноте. Ты спрашиваешь, в какой форме благословляется завет? Я говорю тебе, завет — это не договор и не форма. Завет — это духовное единство, в котором два человека становятся одним целым, не только телом, но сердцем, верностью, внутренним движением друг к другу. И потому, когда я был на земле, я говорил ясно: кто прелюбодействует, разрушает брак. Не потому, что я караю, а потому, что сам акт измены уже является духовным разрывом уз. Это не наказание. Это констатация факта. Один союз был отвергнут ради другого. Я не изменяю это слово. Но я покажу глубину, которую вы часто не видите. 1. Измена разрушает завет, потому что изменяет саму его суть. Завет — это эксклюзивность души. Это тотальная направленность сердца к одному. Когда человек отдает свое тело, внимание, энергию, тайну другому, он переносит туда часть себя, которая по праву принадлежала супругу. Это и есть духовный разрыв единства, а не просто физический проступок. Вы смотрите на тело, я смотрю на сердце. Измена — это не ошибка, это перенос сердца. И потому я сказал, кроме вины прелюбодеяния, не как разрешение на развод, а как свидетельство, что сам союз уже был разрушен. 2. Но измена не единственное, что убивает союз изнутри. Есть разрушители, которые работают медленнее, но не менее смертельно. Лживость, даже мелкая. Холод, ставший привычкой. Неуважение, спрятанное в шутках. Безразличие, которое оправдывают усталостью. Закрытость, которая прячет реальное «я». Контроль, убивающий свободу. Страх, управляющий поведением. Унижение, даже если подано в красивой форме. Духовная разобщенность, когда один идет ко мне, а другой уходит. Многие союзы умирают не от бурь, а от медленного исчезновения сердца. Не крик убивает брак, тишина, в которой перестали искать друг друга. Не конфликт, равнодушие. Не слабость, ложь. 3. Измена — вершина разрушения, но корни растут раньше. Никто не изменяет внезапно. Это всегда плод внутреннего отдаления, которое не было замечено или исцелено. Когда боль не была проговорена, когда потребность была отвергнута, когда одиночество внутри союза стало привычным, когда человек перестал быть увиденным, когда сердце устало стучать в закрытую дверь. Я не оправдываю измену, но я вижу, откуда она растет. Она рождается там, где завет уже трещит, хотя формы еще стоят. 4. Я не меняю свой закон, но я открываю путь милости. Слушай внимательно. Измена разрывает завет, но она не отменяет возможности чудесного исцеления, если оба хотят истины. Я могу восстановить то, что человек разрушил. Я могу вернуть любовь туда, где были руины.
Я могу воскресить союз, который погиб по человеческим меркам. Но я не навязываю восстановление. Я не требую терпеть там, где сердце убито окончательно, и нет движения ни любви, ни покаяния. Я исцеляю только то, что хочет жить. 5. Что на самом деле разрушает отношения раньше измены? Не прелюбодеяние – первое зло. Первое зло – отказ быть настоящими. Когда вы скрываете раны, вместо того, чтобы открывать их друг другу. Когда вы живете рядом, но не вместе. Когда вы играете роли, вместо того, чтобы быть честными. Когда вы требуете идеальности, а не принимаете человечность. Когда вы перестаете видеть в друг друге мой образ. Это и есть то, что разрушает завет медленно и почти незаметно. 6. Мое последнее слово об этом. Я не изменяю свое учение, потому что истина не стареет. Но я хочу, чтобы вы видели глубже. Измена — это не причина разрушения, а признаваемый извне факт того, что завет уже был внутренне расторгнут одним из сердец. Но если хотя бы одно сердце способно сказать мне: «Господи, исцели нас», тогда я могу перековать даже смерть в жизнь. Потому что мои чудеса не ограничиваются вашими падениями. Я говорю тебе, измена — это удар, который раскалывает сердце, ломает доверие, переворачивает мир. И все же я говорю, там, где человек разрушил, я могу создать новое. Если оба действительно хотят истины, а не удобства. Не всякий разрушенный завет должен быть восстановлен, но каждый может быть, если сердце открыто моему действию. 1. Правда должна быть полной, а не удобной. Вы не восстановите то, что скрыто. Измена разрушает завет, но ложь после измены убивает его окончательно. Если тот, кто согрешил, признает только то, что уже раскрыто, или открывает правду дозированно, или смягчает свою вину, или перекладывает ответственность, восстановление невозможно. Потому что любовь строится на доверии, а доверие — на истине. Первый шаг исцеления — тотальная честность. Не холодное признание фактов, а признание того, что произошло в сердце. 2. Тот, кто согрешил, должен взять крест, а не требовать быстрого «прощай и забудь». Человек, совершивший измену, часто хочет избежать боли. Своей и боли другого. Он говорит: «Я сказал правду, теперь давай жить дальше». Но я говорю: «Ты разрушил храм. Теперь твой долг — помогать его восстанавливать». Это значит выслушивать слезы, не защищаясь, не уставать от чужой боли, не обвинять в слишком долгом проживании, не требовать немедленного доверия, быть прозрачным, доступным, честным. Не уставать говорить: «Я рядом, я выбираю тебя». Если он не готов к этому, он хочет не восстановить завет, а забыть о своей вине. Это не путь исцеления. 3. Тот, кому изменили, должен позволить себе прожить рану, а не закопать ее. Ты не обязан быть сильным сразу. Ты не обязан прощать мгновенно. Ты не обязан вести себя духовно. Я рядом с твоей болью. Я не требую «забудь». Я говорю: «Принеси мне эту рану. Я понесу ее с тобой». Но знай, если ты держишься за гнев, как за оружие, если используешь вину другого, чтобы управлять, если живешь в режиме «ты должен платить моей болью», тогда исцеление невозможно. Рана должна быть пережита, а не превращена в инструмент власти. 4. Восстановление невозможно без нового основания. Старый союз умер. Его нельзя чинить. Его можно только создать заново. А это значит новый уровень честности, новая открытость, новая уязвимость, новые границы,
новые решения, новый дух доверия. Вы не возвращаетесь в то, что было. Вы становитесь другим «мы», которое не строится на иллюзиях. 5. Отношения должны стать прозрачными, а не подозрительными. Вы ошибаетесь, думая, что недоверие лечится контролем. Контроль лечит страх, но убивает близость. Не контроль нужен, а прозрачность. Прозрачность — это добровольность. Открытость телефона не как требование, а как жест доверия. Ясность планов. Честность мыслей. Способность говорить о слабостях до того, как они станут падением. Если прозрачность воспринимается как плен, исцеление невозможно. Значит, сердце не выбрало верность. 6. Нужно понять причину измены, Иначе рано повторится. не оправдание, не поиск плохих и хороших, а честный вопрос. Почему сердце отошло? Что было разрушено до измены? Где начался разрыв? Потому что измена не корень, это плод. Если не исцелить корень, плод вернется. 7. Я могу восстановить любовь, но не могу восстановить то, что вы прячете. Исцеление — это место для двоих, но иногда только один приходит. И тогда я могу исцелить его сердце, но союз — нет. Потому что завет всегда дело двоих. Если тот, кто согрешил, не хочет идти в свет, завет невозможно восстановить, потому что его нет. Если оба хотят правды, я творю чудеса. 8. Мое последнее слово. Слушай. Измена разорвала завет, но покаяние и истина могут создать новый, более глубокий, более честный, более зрелый, более светлый, чем тот, что был раньше. Я видел пары, которые поднимались из пепла с такой любовью, которой у них не было до падения. Я видел сердца, которые становились мягче, мудрее, открытие после самой страшной боли. Я видел любовь, которая становилась моим отражением. Но это возможно только там, где вы оба говорите мне: «Господи, сотвори в нас новое». Я говорю тебе, вы называете верностью то, что удерживает тело. Но я смотрю на то, что удерживает сердце. Многие никогда не изменяют физически, но их души давно ушли. В фантазии, в обиды, в тайные желания, в невысказанные сравнения, в горечь, в холод. И хотя форма союза еще стоит, его дух уже разрушен. Потому что верность — это не страх нарушить правила. Верность — это внутреннее направление сердца. 1. Духовная верность начинается там, где выбирают друг друга не телом, а вниманием. Слушай, ты верен тому, кому отдаешь свое внимание, потому что внимание — это движение души. Если твои мысли постоянно уходят к другой, если ты строишь фантазийные диалоги, если ты ищешь утешения не в своем союзе, а в чьих-то глазах, если ты питаешься чужим восхищением, сердце уже покидает завет. Не телесный акт открывает дверь измене, духовное внимание. 2. Духовная верность — это когда твоя душа остается повернутой к своему человеку, даже когда вы проходите через тьму. Это значит, ты не ищешь во внешнем то, что должен принести в союз. Ты не используешь чужое восхищение как замену внутренней работы. Ты не кормишь свое эго взглядом другого. Ты не уносишь часть себя туда, где тебя не ждут по праву завета. Верность — это когда ты принимаешь решение не разменивать ресурс сердца на сторонние источники. 3. Духовная неверность начинается раньше слов и поступков. Она начинается с тайного сравнения. Она лучше. С допущенной фантазии. А если бы? С внутреннего дистанцирования. Мне все равно. С презрения. Он недостоин меня. С подавленной обиды. Я больше не хочу открываться.
Каждое такое движение — маленькая трещина. И когда человек удивляется, почему он вдруг оказался в чужих руках, истина такова. Он шел туда давно, внутренними шагами. 4. Верность — это не отсутствие искушений, а выбор, сделанный в их присутствии. Я не обещал, что рядом с вами никогда не появится кто-то красивее, внимательнее, мягче, понимающее, ярче. Но я смотрю не на искушение, я смотрю на выбор. Духовная верность говорит: «Мое сердце уже выбрано. Я не буду кормить огонь, который сожжет мой дом». Физическая неверность — это пожар, духовная неверность — искра. Но огонь всегда начинается с искры. 5. Духовная верность — это когда ты бережешь сердце другого, даже когда он об этом не знает. Это значит, ты не допускаешь шуток, которые унижают союз. Ты не поддерживаешь разговоры, которые разрушают уважение. Ты не ищешь поддержки там, где ее цена — разрушение доверия. Ты не используешь чужие уши как замену диалога в своем доме. Человек, который верен духовно, закрывает двери, даже если никто не смотрит. 6. Почему духовная верность важнее телесной? Потому что тело совершает то, что уже произошло в душе. Упавший телом упал не в тот день, а много раньше, когда перестал хранить внутреннее единство. Но также и наоборот. Кто хранит сердце, тому сохраняется и тело. И такой союз становится крепким, как два дерева, которые пустили корни друг в друга. 7. Как вернуть духовную верность, если она уже была нарушена? Есть только один путь — свет. Признать: да, мое сердце ушло туда, куда не должно было идти. Принести это мне, а не прятать. Прекратить внутренние игры. Закрыть доступ фантазиям. Вернуть внимание человеку, которому ты дал завет. Духовная верность не восстанавливается обещаниями. Она восстанавливается ежедневными выборами. И когда сердце снова повернется в правильную сторону, тело последует за ним. 8. Мое последнее слово. Слушай. Верность — это не клетка. Верность — это свобода оставаться избранным навсегда. И когда двое хранят духовную верность, их союз становится тем, что я задумал от начала, образом моей любви к человеку, любви, которая изменяется, но не изменяет. В следующей части я расскажу о том, когда в завете остаются ради Бога, а не из страха. Когда уход — послушание Богу, а не бегство. Ты узнаешь, как звучит голос Божий внутри союза, а как звучит страх и что такое настоящая близость мужчины и женщины в моем замысле. Наконец, я открою, что такое мужчина в моем замысле и что такое женщина, и как я вижу близость между ними.